Здравствуйте! Сегодня мы устанавливаем Tesseract OCA на Ubuntu сервер. Вообще OCA – это Optical Character Recognition, то есть оптическое распознавание текста. Таким образом, это приспособление для распознавания текстов, привлекательность которого определена тем, что это большой open source проект, установка которого на сервер предоставляет в том числе и такое потенциальное преимущество, как использование его для всякого рода автоматизации задач. Саму установку начнем с обновления сведений о пакетах sudo apt update. Для установки Tesseract OCA вводим команду sudo apt install Tesseract OCA. В некоторых случаях при установке пакетов будет появляться флаг "-y". У меня он появляется только из-за того, что у меня эти пакеты уже установлены. В принципе, его можно и не добавлять. После этого необходимо установить языковые пакеты. Под конкретные задачи и для общей экономии места можно установить пакет только для того или иного языка. Но мы сейчас посмотрим, как установить все языковые пакеты, которые имеются в проекте. Для этого необходимо использовать команду sudo apt install Tesseract OCA all. Это все, что требуется непосредственно для установки. На данный момент все существующие пакеты занимают около 1-2 гигабайт на накопителе. К примеру, если бы нам было необходимо установить только пакет, содержащий английский язык, мы бы набрали команду sudo apt install Tesseract OCA Inc. Если мы установили все, какие есть пакеты, то хочется узнать, а какие они есть в принципе. В дальнейшем это нам пригодится для выполнения прикладных задач. Проделать это можно командой Tesseract -list -length. Можно также немного модифицировать команду для сохранения списка установленных языковых пакетов в текстовый файл. Теперь немного о том, как этим чудом пользоваться. На нашем воображаемом сервере файл со сканом текста располагается в домашней папке. Представим, что это Home User. Тогда для того, чтобы преобразовать картинку в текст, нам надо, для самого простого случая, набрать команду Tesseract, путь к исходному файлу, путь к конечному файлу и языковый флаг. В названии конечного файла расширение .txt добавлять не надо. Проверяем, открыв результат в текстовом редакторе sudo nano home user text1.txt и убеждаемся, что все получившееся соответствует оригиналу.
Данного формата вполне достаточно для огромного числа применений, но исходящий файл может быть и в формате PDF. Для этого к первоначальной команде достаточно добавить соответствующий ключ. Это справедливо и для .HOCR формата. Также и Alta, фактически XML, формат TSV и прочее. Полная документация доступна по обращению к справке Man Tesseract. В частности, мы можем посмотреть, за каким сокращением какой из языков скрывается, полный синопсис команд и список ключей. И в завершении небольшой список альтернативных Tesseract серверных решений, может быть, кому-то понадобится.